Беспрецедентный удар там, где враг не ожидал. Израильские летчики передали привет Москве. Сколько кораблей повреждено? Двойная атака, от которой цены взлетели до рекордных отметок. Союзник Айталы панически боится стать следующим, как военный преступник пытается запутать западные разведки. Погодные условия улучшились, российская армия пошла в наступление и поставила новый рекорд. Нервы сдают у самых высоких чиновников. У Мишустина проговорились о состоянии российской экономики. В Европе началась война с постсоветской мафией, сезон охоты на воров в законе. Как при Сталине вчера организовывал репрессии, сегодня вызван на допрос. Раскол в верхах углубляется. Остапа опять понесло. Диктатор сделал посланнику Трампа чистосердечное, но опасное признание. Об этих и других событиях к вечеру четверга, 19 марта. Факты, которые имеют значение. Новости Нехта. Коротко и по делу. Конфликт на Ближнем Востоке расширяет границы. Израильские ВВС нанесли удар по иранскому военному конвою в Каспийском море. Атака была проведена в районе иранского порта Анзали после получения разведданных о перевозке из России беспилотников и оборудования. По информации некоторых региональных СМИ, до 5 судов были уничтожены, еще одно повреждено. Этот инцидент стал первым случаем применения израильской авиации в этом регионе. Заодно и яркий привет Владимиру Путину. Но Иран не унимается. Дважды за 12 часов режим атаковал ключевой энергетический хаб Катара, промышленную зону Рас-Лафан. Эти налеты вызвали крупные пожары и разрушения. Жертв не было, а спасатели справились с последствиями. После ударов Катар выслал из страны иранского военного атташе и его персонал. Значение объекта для мировой энергетики тяжело переоценить. К примеру, Европа получает из страны 7% всех поставок СПГ. После иранских ударов цены на газ в ЕС подскочили на 35%. Дональд Трамп предостерег режим Аятол от новых ударов по Катару. В этом случае Соединенные Штаты Америки с помощью или без помощи Израиля уничтожат все газовое месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, каких Иран никогда прежде не видел. Я не хочу санкционировать такой уровень насилия и разрушений из-за долгосрочных последствий, которые это будет иметь для будущего Ирана. Но если катарский завод СПГ снова подвергнется нападению, я без колебаний это сделаю. Расширяется не только зона нанесения ударов, но в конфликт поневоле втягиваются новые участники. Один из крупнейших мировых игроков высылает в Ормузский пролив целый флот. Речь идет об Индии, которая отправила в опасную зону более полудюжины военных кораблей для сопровождения своих танкеров. В последние дни Индия уже обеспечила безопасный проход 2 государственных танкеров с газом и ведет переговоры с Ираном о дальнейшем транзите. На данный момент 22 индийских судна, включая газовозы и нефтяные танкеры, застряли в Персидском заливе. Пентагон запросил у Белого дома рекордную сумму для финансирования войны с Ираном. Как пишет The Washington Post, речь идет о 200 миллиардах. Как сообщили изданию высокопоставленные американские чиновники, запрос значительно превышает уже потраченные средства. И Белый дом пока не уверен, будет ли он одобрен, поскольку демократы в Конгрессе критикуют кампанию, а республиканцы еще не пришли к общему решению. Согласно данным The Washington Post, за первые 7 дней войны США потратили более 11 миллиардов долларов. Почти половина суммы ушла на боеприпасы и перехватчики для уничтожения иранских ракет. Ожидания Белого дома, что война закончится за 4-6 недель, не оправдались, и теперь администрация готовится к затяжному конфликту, который, по оценкам Центрального командования США, может длиться минимум 100 дней. Удары по лидерам иранского режима серьезно напугали его союзника. Как утверждает издание агентства, после начала операции США и Израиля на Ближнем Востоке Путин перестал ездить в Кремль. Теперь правитель России проводит совещание дистанционно из так называемого бежевого кабинета. Спасибо огромное. И, поднимали рюмку не один раз за вас и все эти дни, поэтому спасибо вам огромное за то, что вы есть в нашей жизни.
Пора бы прекратить. Достаточно. Официально это помещение находится в подмосковной резиденции в Новоогарёво, но, как ранее обнаружило издание «Система», точные копии этого кабинета есть и в Сочи, и на Валдае. Как отмечает агентство, последнее публичное мероприятие Путина в Кремле состоялось 9 марта, после чего он несколько раз встречался с губернаторами и министром через видеосвязь. Как отмечает издание, это один из самых долгих перерывов в публичной деятельности Путина в текущем году. Пока российский главнокомандующий меняет явки, его армия поставила очередной рекорд. Захватчики попытались воспользоваться туманом для наступления в нескольких районах, включая Запорожскую область. Однако украинские силы были готовы к этой атаке. За сутки бойцы ВСУ вывели из строя 1710 оккупантов. Как заявляет украинский генштаб, это самые большие потери россиян в этом году. При этом позиции ВСУ не были прорваны. Но расслабляться рано. Главнокомандующий Александр Сырский написал о планах Москвы. В 2026 году Россия планирует рекрутировать еще 409 тысяч военных. Это означает одно – враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины. Сырский добавил, что с улучшением погодных условий активность противника на фронте начала расти. Тревожная новость для соратников Дональда Трампа. Как сообщила The Washington Post, неопознанные беспилотники были замечены над военной базой Форт Макнейр в Вашингтоне. Именно там проживают госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хексет. По данным издания, за последние 10 дней дроны фиксировались несколько раз за одну ночь, что привело к ужесточению мер безопасности на базе и совещанию в Белом доме. Откуда прилетали БПЛА, до сих пор неизвестно. В связи с ситуацией чиновники обсуждали возможность переезда Рубио и Хексета, однако, по информации источников, они до сих пор не покинули базу. На 27-м году правления Путина с российской экономикой происходят настоящие чудеса. Польская нефтяная компания «Орлен» обогнала «Газпром» по рыночной стоимости. Капитализация этих концернов оценивается в 40 и 39 миллиардов долларов соответственно. Еще в прошлом году российский гигант стоил 200 миллиардов долларов. Как говорится, почувствуйте разницу. Но это только частный случай. Чего стоит вся российская экономика на 5-м году полномасштабной войны, рассказал один из заместителей Мишустина. В начале этого года капитализация страны превысила чуть более 900 триллионов. Много это или мало? Сколько стоит самая капитализированная компания мира? Это стоимость Нью-Йорка. Может вся наша страна стоить как Нью-Йорк? Похоже, даже у вице-премьера российского правительства от последних событий сдают нервы. Редкий успех российской армии. Агрессорам удалось попасть не в детский садик, не в электростанцию или железнодорожный вокзал, а в здание украинского силового ведомства. Накануне под удар попало областное управление СБУ во Львове. Пострадавших нет, однако в результате атаки зафиксированы разрушения. Правда, ответ ВСУ куда более ощутим. Украинские дроны атаковали российский военный концерн «Алмаз-Антей» в оккупированном Севастополе. Это предприятие разрабатывает и производит вооружение для систем ПВО России. Хотя теперь правильнее говорить об этом в прошедшем времени, так как здание в результате налета полностью разрушено. Последствия показали мониторинговые каналы «Днепро-Осинт» и «Крымский ветер». Польские силовики ведут настоящую войну с постсоветской мафией. В Варшаве полиция задержала преступную группу из граждан Грузии, специализировавшуюся на кражах из автомобилей. Во время операции изъяли незаконное оружие, ювелирные изделия и другие ценности. Одним из задержанных оказался близкий соратник вора в законе, имя которого не называется. Как сообщили в полиции, сам лидер группировки успел скрыться незадолго до операции. За последние месяцы в Польше задержано впечатляющее число воров в законе. И это не только грузины. В феврале текущего года были арестованы 2 граждан Украины с таким же статусом, а в сентябре прошлого 3, 2 из которых уже выдворены из страны, а 1 остается под стражей. Совсем недавно из Польши выдворили и белоруса, имеющего статус вора в законе.
Товарищ президент, произошла чудовищная ошибка. На дворе 2026, но временами кажется, что 1938. В Кыргызстане на допрос вызвали местного Ежова. Бывший глава Госкомитета нацбезопасности Камчебек Ташиев вернулся в Бишкек и уже дал показания в МВД по 2 уголовным делам. Пока в качестве свидетеля. В течение ряда лет Ташиев был самым могущественным силовиком в стране и верным соратником президента. Именно он помогал Садыру Жапарову закручивать гайки в стране, которая еще недавно была примером демократии в регионе. Эту пару даже называли тандемом, но Боливар не выдержал двоих. Разлад случился в начале февраля. Президент снял Ташиева с должностей в старом советском стиле, пока тот находился далеко, на лечении в Германии. Потом со своих постов полетели и ставленники бывшего силовика. Теперь на вопросы следователей должен отвечать и сам Ташиев, тот, кто недавно сам организовывал преследование лидеров оппозиции и независимых журналистов. На 32-м году правления мастерством дипломатии поделился Александр Лукашенко. Сегодня он принял у себя посланника Дональда Трампа Джона Коула. Диктатор решил зайти с козырей и с порога заявил американцу, что он союзник иранского режима. Настоятельно просил бы вас, чтобы мы обсудили региональные проблемы. И не только проблемы Украины, но и глобальные, и не только войну на Ближнем Востоке. Моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей, и я готов откровенно поговорить на эту тему. Ранее Лукашенко заявил, что США и Израиль разбомбили древнюю страну, а ликвидированного тирана Али Хаминеи называл гуманистом. Покуражившись перед телевизионными камерами, диктатор отпустил из тюремных камер целый ряд известных политзаключенных. Среди освобожденных блогер Эдуард Пальчес, правозащитница Наста Лойко и журналист Катерина Андреева. Такие жесты Лукашенко делает каждый раз, когда к нему приезжает посланник Трампа. Какого известного путиниста наказали за его рвение? В чем популярный Z-блогер обвинил Путина? Как главный силовик подставил другого диктатора? Как Китай использует войну США против Ирана в своих интересах? И где началось восстание машин? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже утром.